Бомба замедленного действия. Главные проблемы с допинг-историей Валиевой еще впереди. Выездная панель спортивного арбитражного суда отклонила все апелляции на снятие временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой и позволила ей принять участие в личном турнире на Олимпийских играх 2022. Вердикт суда в определенном смысле лишь восстановил здравый смысл. Ключевые причины принятого решения. Юридическая неопределенность в вопросе временного отстранения, несвоевременное уведомление о результатах теста и общие соображения о справедливости. Но главное – уяснить простой момент. Суд не оправдывал Камилу Валиеву, не признавал ее невиновной. Он просто не увидел оснований не допускать ее к соревнованиям. Вообще трудно себе представить эмоциональное состояние Камилы. Олимпиада – это всегда большой стресс. А когда тебе 15 лет и большая страна ждет от тебя золото, тем более. Но все эти разбирательства и суды, кажется, могут вообще сломать человека. Поэтому давайте просто пожелаем Камиле удачи в личном турнире, как бы он для нее теперь не закончился. Уровень Валиевой столь высок, что даже после перенесенного стресса она, вероятнее всего, сможет добыть медаль. Да и золото, заработанное в командном турнире, и ей, и ее партнерам по сборной вручат. Конечно, она будет героиней. Безусловно, после Олимпиады, когда мозоли сойдут, а слезы высохнут, она будет сиять на всевозможных телешоу. Положительный тест на запрещенное вещество был, это факт. И после Олимпиады через несколько недель или даже месяцев, начнется разбирательство дела по существу. Если Камиле и ее окружению не удастся доказать свою полную невиновность, то МОК, ничуть не смущаясь, попросит фигуристов вернуть медали, завоеванные в командном турнире. Если у Валиевой будет награда в личном турнире, то и ее, разумеется, заберут. Конечно, это будет большой скандал для мирового спорта. Дело затянется на месяцы и годы, как до сих пор тянутся истории некоторых медалистов Олимпиады 2014 года в Сочи. И в итоге все может обернуться нашим крахом и злорадством наших соперников. Так что пока мы радуемся за Валиеву. Однако помним, что под наш спорт уже заложена бомба замедленного действия. Они все знают, все слышат, как работает таймер, а специальный отряд саперов готовится к разминированию. Но не факт, что оно вообще осуществимо. Кто-то хотел подставить Россию именно на Олимпиаде. Важный момент в деле Валиевой. Решение СИЕС является большой промежуточной победой российского спорта. Теперь Валиевой никто не помешает выступить в личном турнире фигуристок, который стартует 15 февраля выступлениями в короткой программе. Какие аргументы привел спортивный арбитражный суд в мотивировочной части своего решения? Обращаем свое внимание на два ключевых пункта, которые моментально бросаются в глаза при прочтении полного текста вердикта СИЕС. Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между заявителями и спортсменкой, которая не сдавала положительные допинг-пробы во время Олимпийских игр в Пекине и все еще подвергается дисциплинарной процедуре по существу. После положительного антидопингового теста, проведенного в декабре 2021 года. Комиссия сочла, что недопуск Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред в этих обстоятельствах. Еще до начала судебного заседания по делу Валиевой отмечали, насколько удачным для розжига грандиозного международного скандала оказался выбран момент, когда было сообщено о положительной допинг-пробе Камилы. Между сдачей пробы и получением результата анализа прошло 1,5 месяца, и за это время Валиева успела одержать победу на чемпионате Европы 2022 года, который проходил в Таллине, и выдала 2 роскошных выступления в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. На протяжении 1,5 месяцев не было никакой информации о возможных проблемах с допингом в российском фигурном катании. И на протяжении всего этого времени Валиева сдавала и другие пробы, которые были чистыми.
О положительном результате анализа от декабря 2021 стало известно только после завершения командного турнира на Олимпиаде, где Камила одержала 2 разгромные победы над своими конкурентками. И именно в этот момент ВАДА сообщила долгожданные результаты проведенного анализа. Российские официальные лица в своих речах сразу же обратили внимание мировой общественности на то, какое количество времени потребовалось шведской лаборатории, чтобы проверить пробу россиянки. Представители ВАДА в свое оправдание говорили, что к подобной затяжке привела вспышка вируса среди сотрудников их лаборатории. Но как тогда отнестись к тому, что другие пробы Валиевой, которые были сданы после 25 декабря, как и пробы других спортсменов и спортсменок, были проверены намного раньше? Невероятно неудачно, что уведомление было получено с опозданием, потому что это влияет не только на спортсмена, но и на организаторов Олимпиады. Другими словами, у нас бы не было этого дела и мы бы не были здесь, если бы процедура тестирования на допинг была выполнена за неделю или 10 дней, как обычно происходит на Олимпиаде, заявил генсекретарь спортивного арбитражного суда СЕС Мэтью Рип на сегодняшней пресс-конференции. Словно кто-то пытался подвести наш спорт, который в прошлом, здесь мы будем объективны, очень серьезно испортил свое реноме огромным количеством допинг-скандалов, под очередной мощный имиджевый удар. И надо заметить, что группа СЕС в тексте своего решения согласилась с доводами российской стороны и подтвердила серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах теста, сданного в декабре 2021. Это подразумевало посягательство на способность Валиевой установить определенные юридические принципы в свою пользу. Отдельно отмечалось и то обстоятельство, что позднее уведомление, в разгар Олимпиады, не было ошибкой или виной Камилы. В таких условиях тройка арбитров сочла, что недопуск Камилы до соревнований в Пекине нанес бы ей непоправимый вред. Важно подчеркнуть, что одержанная победа в СЕС пока что носит только промежуточный характер. СЕС не рассматривал юридические последствия этого дела, связанные с результатами командного турнира, который Россия выиграла с участием Камилы. Эти вопросы рассмотрят в другом разбирательстве, так что эта история еще не завершена. Последующий процесс может растянуться на месяцы и годы. Как и история с тем, каким образом запрещенное вещество все-таки оказалось в допинг-пробе нашей потрясающей фигуристки. На этот вопрос нам еще предстоит получить ответ. А пока что порадуемся честному и справедливому решению главного спортивного судебного органа, который не стал ломать карьеру Камилы на самом ее взлете. Если бы сейчас Валиеву отстранили от участия в турнире, а спустя несколько лет было бы принято решение в пользу россиянки, никто бы ей не вернул возможности выступить в Пекине.